В этом видео я покажу, как я найду пару для торговли по стратегии парного трейдинга с помощью нового скринера от Runrock. Напомню, что стратегия парного трейдинга дает винрейт больше 80% без прогнозирования направления рынка. Также я открою сделку по этой паре сразу в этом видео и покажу результат данной сделки. Сразу поставь лайк этому видео, и в конце, если видео тебе не понравится, просто снимешь лайк. Смотри до конца, будет очень полезно. Итак, я буквально коротко объясню концепцию парного трейдинга для новичков. На слайде показаны два актива: эфир и биткоин. И эти активы имеют корреляцию, двигаются в одном направлении. Если цена биткоина падает, тогда и цена эфира тоже падает. В обычном состоянии между ними баланс, но спред нулевой. Но иногда цена этих двух активов расходится между собой и образуется спред между активами. В этом случае при сильном отклонении от нормы между двумя активами мы можем один актив зашортить, второй актив залонговать, и при возврате к среднему значению между активами мы заберем прибыль в размере этого спреда. Нам не важно, куда пойдет оба актива, куда они пойдут, так как мы торгуем не направление рынка, а разницу между двумя этими активами. Более подробно я объяснил в данную концепцию в своем видео про стратегию торговли. Где-то сверху появится подсказка с этим видео, можете зайти и посмотреть. И покажу пример на графике, как это выглядит стратегия и торговля на графике с примером с индикатором. Итак, про данный индикатор и саму стратегию я описывал это более подробно в предыдущем видео, поэтому обязательно посмотрите. Но если коротко, мы, допустим, имеем монету Solana и коррелирующую к ней хайп. У нас открыт индикатор, открыт осциллятор, и вот в этом промежутке мы получили сильное отклонение. То есть белая линия — это баланс, синяя линия — это уровень отклонения, и вот в этой точке мы получили сильное отклонение от нормы между этими двумя активами. И в бирюзовой линии мы видим монету хайп. Solana, у нас открыт этот график, то есть вот монета Solana, вот график монеты Hype. В этой точке, где мы получили максимальное отклонение от нормы, мы шортим в этом положении, в этом месте Hype, мы лонгуем в этом месте Solana, и при схождении к норме, вот в этом месте на осцилляторе, мы закрываем нашу сделку. То есть по Solana мы получаем прибыль, и по монете Hype также получаем прибыль. И когда они оказались в норме, мы закрыли эти обе сделки. То есть логика трейда в этом случае такая, что мы ждем схождения к норме этих двух пар. И нам не надо угадывать, куда пойдет цена, вверх или вниз. Нам не важно, в принципе, куда она пойдет, потому что мы торгуем расхождение между двумя активами. Если цены обоих активов пойдут вверх, нам это тоже не важно, потому что у нас есть хеджирующая позиция. Один лонгуется, вторая шортится, то есть оба актива хеджируют друг друга. Общее направление рынка, оно захеджировано. И мы не получим убыток, если цены двух активов пойдут вверх или вниз. Нам это не важно. Теперь перейдем непосредственно к скринеру и тому, как находить эти пары, между которыми мы будем торговать. После добавления скринера на график мы видим появившуюся таблицу с результатами бэктестов по многим парам. То есть у нас открыта Solana, у нас появляется список Solana, Hype, Solana, Link и так далее. То есть у нас большой список скринер, пар и результатов бэктестов. В таблице мы видим саму пару, количество баров, которое было взято для бэктестирования, корреляцию между этими парами, скор, отклонение на данный момент, профит на истории, винрейт. Как видно, винрейт тут у многих больше 80%, где-то меньше, 70, есть 60 и так далее. Профит фактор и количество трейдов по этой паре. Но в таблице не весь список всех пар, которые могут быть, так как TradingView не позволяет запихнуть все в один список большой. То есть здесь у нас 40 пар, которые тестируются вместе с Solana. Но чтобы открыть больше пар, мы это разбили на списки, то есть на группы точнее. Группа 1, группа 2, группа 3 и так далее. То есть, чтобы получить больше других активов и тестировать разные активы между Solana и другими активами, у нас есть доступно 10 пар, 10 точнее групп для крипты, доступно 3 группы для Форекса и также доступен whitelist, то есть вы можете добавить полностью свой список активов, которые вы хотите протестировать. На примере крипты, если вы хотите открыть больше активов, вы
начинаете перебирать группы. То есть первую группу открыли вторую группу, и у вас появилась группа 2 с активами из группы 2. Далее вы можете перейти в третью группу, и у вас появился список из третьей группы и так далее. То есть до 10 группы. То есть все активы, там около 400 активов, добавлены группами по 40 штук. То есть вы выбираете группу и тестируете определенную группу на предмет корреляции между активом выбранным и теми, которые есть в этой группе. Как видно, здесь есть активы с винрейтами 90% и, возможно, даже больше. Далее в настройках вы можете выбрать ту логику, по которой будет бэктестироваться стратегия, то есть пары между Solana и Flow, между Solana и KI и так далее. То есть вы можете добавить, при каком отклонении будет происходить вход, какая сумма входа будет, комиссию, при каком отклонении будет выход из позиции, стоп-лосс также можете добавить и так далее. То есть вы забиваете настройки стратегии в этих полях, и все бэктестируется на истории между парой Solana и теми, которые добавлены в группу. Также из списка вы можете выбрать whitelist и добавить полностью свой список всех активов, которые вы хотите тестировать. То есть вот здесь выбрано BTC и ETH, эфир, к Solana. То есть вы добавляете через запятую список тех пар, которые вы хотите тестировать, и получаете по ним результаты. То есть если вы, допустим, хотите тестировать только определенные пары, определенные активы, добавляете в этот список и тестируете только их. Также есть blacklist, в котором вы можете добавить те активы, которые вы не хотите видеть в таблице, и они будут исключены из таблицы. То есть, по сути, вы можете добавить любой список активов и тестировать и акции, и металлы, и все, что вы хотите через этот скринер. То есть вы заходите на тот актив, который вы хотите тестировать, добавляете нужные активы, которые вы хотите тестировать в паре с активом выбранным, и тестируете, смотрите по скринеру результаты стратегии по этим активам. Также возможна сортировка данной таблицы по разным показателям. Допустим, вы можете сортировать данную таблицу по профиту, по профит-фактору сверху, чтобы были профит-фактор выше, по корреляции или по скору. И также есть сортировка, фильтр сортировок. То есть, что это значит? Вы можете выбрать, чтобы в этой таблице показывались активы только с минимальным корреляцией 0,7. То есть, это близко коррелирующие активы. Выбираете фильтр по корреляции, и у вас здесь показываются активы только с корреляцией выше 0,7. То же самое для винрейта. Вы можете добавить винрейт, допустим, 80%, и те активы, которые имеют 80 винрейт и корреляцию больше 0,7, те останутся в таблице. Если вам нужны меньше показатели, можете здесь менять их. Также по скору вы можете добавить скор для фильтрации. То есть добавляете скор больше 2 и показываются активы только с текущим скором больше 2. То есть в текущий момент есть корреляция между активом Cake, да, и Solana. То есть вы можете искать таким образом активы, которые вы будете торговать прямо в эту минуту. То есть вам не надо сидеть, ждать активы, подбирать активы в стратегии. Вы можете здесь в скринере добавить фильтр по скору и найти те активы, которые сейчас имеют и профит высокий, и винрейт, и корреляцию, и скор, то есть отклонение от нормы между этими двумя активами. Ну и плюс ко всему этому имеется большое количество настроек таблицы. Добавить можно метрики такие как спред, PNL нереализованные, просадки и другие метрики, которые вам могут понадобиться. После всех добавленных метрик вы увидите те метрики, которые вам нужны, то есть максимальную просадку, максимальный лосс, который был в разрезе long profit, short profit и другие показатели. То есть все, что вы хотите, можно добавить или убрать из таблицы. И также вы можете добавить уведомления на предмет того, что у нас произошло изменение в таблице. Допустим, вы добавляете минимальный скор 2 для фильтрации в этой таблице и добавляете уведомления об этом. То есть здесь задается уведомление, добавляете нужные вам параметры, и при ситуации, когда появится новая монета со скором больше 2, то есть появится монета, с которой отклонение больше 2, вы получите уведомление об этом. То есть вам не надо даже сидеть возле графика и смотреть на эту таблицу, отслеживать пары, в которых есть на данный момент отклонение. Вы задаете здесь ваше уведомление и получаете это уведомление, когда появляется новая монета
с нужными вам параметрами. То есть можно настроить все максимально гибко под вашу стратегию, под те активы, которые вы хотите искать или сравнивать между собой. То есть все очень гибко настраивается, поэтому пользоваться будет очень удобно. Лично мое рабочее пространство для данной стратегии вот так. Оно разделено на 3 экрана, в котором добавлены по 3 индикатора, в третьем экране 4 индикатора скринера, и показаны все группы. То есть для каждого индикатора своя группа. 10 групп, соответственно 10 индикаторов добавлены скринера. И таким образом мы можем видеть сразу все группы, все пары, которые возможны, и видеть текущее отклонение по ним, профит, винрейт, и оценивать какую пару нам выбрать для торговли. Допустим, я вижу из всех пар, открытых на Solana на 5-минутке, я вижу, допустим, монету VIF, здесь скор 2.53, то есть отклонение к Solana и отклонение по PNL, то есть сейчас минусовой PNL, винрейт меня устраивает, единственное, что корреляция меня не очень устраивает, 0.45 это уже сильная раскорреляция. Итак, я перехожу в стратегию и открываю в стратегии график VIF. Выбираю VIF монету и вижу по ней всю информацию, которая может быть. Я вижу график доходности, текущий трейд, который показывает сейчас минус. Вижу отклонение, вижу всю историю бэктеста, какой винрейт, какая корреляция, самый большой убыток, рекомендованный хедж и другие показатели, которые мне нужны для того, чтобы определиться, хочу я торговать это отклонение или не хочу. В данном случае меня смущает корреляция, мне не нравится, что корреляция 0.44, то есть монеты ходят вместе, но на данный момент они раскоррелированы. Поэтому я буду искать другую пару и сейчас буду выбирать монету, с которой я бы хотел открыть позицию. Как я ищу монеты? Я открываю список монет, уже заранее заготовленные, добавленные монеты, и просто перехожу с монеты на монету, смотрю, какие есть расхождение между монетами, какой винрейт, и выбираю таким образом пару. Допустим, перешел на SUI, смотрю что у нас есть по SUI. То есть у нас есть Fartcoin, который показывает скор второй, да, мы можем его открыть, посмотреть, насколько нам интересна эта монета. То есть SUI и Fartcoin. Открываем SUI и открываем Fartcoin. Видим результаты бэктеста, видим винрейт, но здесь, допустим, меня не очень устраивает вот эта просадка. То есть максимальная просадка 5000 к профиту 7900 довольно большая, поэтому здесь я скорее пропущу именно этот трейд и не стал бы его торговать. A few moments later. Итак, немножко поперебирав пары, я нашел такую монету, как Fartcoin и монета Pendle. Здесь у нас есть скор минус 2. Я перешел в стратегию, вбил эту пару и получил такую статистику. Винрейт меня устраивает, корреляция меня устраивает, просадка меня устраивает, график меня более-менее устраивает. Я сейчас попробую зайти вот в этом месте на схождение, то есть сюда к нулю, и посмотрим, что из этого выйдет. Прямо сейчас я открываю эту сделку и буду смотреть на нее. Покажу вам результаты. Так, вот я вошел в сделку, да, по Fartcoin в лонг, по Pendle short, и теперь жду схождения в нуле. Но чтобы не сидеть возле графика и не смотреть, когда это произойдет, что я делаю? Я настраиваю уведомления на то, когда сойдется спред в нуле, чтобы мне пришло уведомление. Как это сделать? Я захожу в настройки индикатора стратегии, перехожу в настройки алертов, открываю Alert Exit и выставляю его, да. То есть здесь должна быть галочка. В этом поле я вписываю все, что угодно. Могу вписать события, могу вписать то, что нам нужно закрыть, какие активы. Я здесь просто вписываю закрыть сделку. Неважно, в принципе, что я сейчас сюда впишу. Просто закрыть сделку. Нажимаю ОК и перехожу в настройку алертов. Перехожу в настройку алертов. Открывается меню настройки уведомлений. Я выбираю индикатор Pair Strategy. Выбираю Any Alert. Вписываю название самого алерта. Закрыть сделку, допустим. И нажимаю Create. Все, алерт настроен, то есть во время, когда в нуле сойдется спред, мне придет уведомление, и я закрою сделку. 2 hours later.
Итак, друзья, прошло около 2 часов. Честно говоря, мне надоело просто ждать, пока сойдется в нуле, потому что здесь сделки занимают немножко больше времени, чем это бывает в линейной торговле. Поэтому я открывался, как вы помните, где-то в этом месте. Закрылся я в этом месте, не дождавшись нуля. Соответственно, получил такие трейды. Фарткоин у меня закрылся в плюс $13, Pendle у меня закрылся минус $2,5. Общая прибыль составила плюс 10%, около $10. То есть общая позиция была на $100 по 50 в каждую сторону, то есть каждую ногу по $50. Но с хеджированием, с разной маржой, то есть здесь была общая маржа $1200, здесь 2,5, то есть маржа разная была. Получили мы плюс $10, плюс 10% к депозиту. Это абсолютно неподготовленная сделка, просто для примера. Я не выбирал абсолютно, не подбирал сделку. Это вот первое, что я увидел, там около 2 минут щелкал пары и нашел буквально эту сделку. Открыл ее и, не дожидаясь схождения в нуле, просто закрыл, чтобы на примере показать, что прошло 2 часа. Хочется записать видео и не переносить это на следующий день, потому что оно может ходить какое-то время, потом сойтись в нуле, и мы закроем тогда сделку. В общем, ждать не хотелось, поэтому закрыл. Но логика простая. Вы нашли пару по скринеру, посмотрели ее в стратегии, как она себя отрабатывает, как ведет себя в целом на истории. Если вас все устраивает, ходите на расхождение, ждете нуля, закрываете. Можете закрывать раньше. То есть я открывался около 2,18, если не ошибаюсь, закрылся около единицы. То есть взял небольшое движение по спреду, и это дало все равно плюс $10 к $100 баланса. Так это работает. Теперь пару плюсов по торговле парного трейдинга. Первое, это мы не угадываем, куда пойдет рынок. Цена актива нам не важна, мы не смотрим график, не строим технический анализ. В принципе, вообще не можем не смотреть на график, заходя в позицию. Мы ориентируемся просто на расхождение. Чем больше расхождения, чем больше неэффективность между двумя активами, тем выше вероятность того, что они сойдутся ближе друг к другу. Второе, это статистика на нашей стороне. Учитывая бэктест, который дает нам индикатор, мы видим статистику. То есть, если мы видим, что прошлая статистика дает плюс 8 позиций из 10, мы можем на это ориентироваться. Мы можем понимать, что 8 из 10 позиций нам дадут плюс, и чем больше расхождения, тем больше вероятность, что мы закроем сделку в прибыль. И захеджированы от общего направления рынка. То есть общее направление нам в принципе не важно. Падают все активы или растут, на нас это никак не влияет, нам это не важно, потому что мы захеджированы с двух сторон, и нас интересует только схождение конкретных двух активов в нуле, в балансе между ними. Поэтому в целом направление рынка нам не важно, и обычно, когда падает рынок или растет в линейной торговле, мы можем, если не угадали это направление, мы можем получить нормальный убыток. Здесь же мы не угадываем, мы в принципе просто торгуем вот эту разницу двух активов, и переоцененность одного, недооцененность второго, спред между двумя активами. Если хочешь узнать больше информации про парный трейдинг, про алго-торговлю, про разные стратегии торговли на рынке, ты можешь перейти в мой телеграм-канал, там я рассказываю больше информации, больше лайва. И обязательно подпишись на этот телеграм-канал, подпишись на мой YouTube канал, поставь лайк этому видео, чтобы помочь его распространить. И встретимся в новых видео. Удачи!